История транспортного судна General Hoyt Vandenberg. Assens General Hoyt Vandenberg было транспортным кораблем класса General Go Squire во время Второй мировой войны, названным в честь армии США. Главный инженер Гарри Тейлор. Некоторое время он служил в качестве армейского транспортного генерала Гарри Тейлора. Был заложен по контракту морской комиссии 22 февраля 1943 года в Ричмонде, Калифорния, компанией Kaiser Shipyards, назван генералом Гарри Тейлором 2 октября 1943 года. Спущен на воду 10 октября 1943 года, спонсировался госпожой Мэми Макхью. 29 марта 1944 года был приобретен ВМФ и передан комиссии по переправе 1 апреля 1944 года для перевозки в Портленд, штат Орегон, для переоборудования в транспортной компанией Kaiser Shipyards. Был списан 10 апреля 1944 года и введен в строй 8 мая 1944 года в Портленде. После вымогательства у Сан-Диего судно генерала Гарри Тейлора отплыло из Сан-Франциско 23 июня 1944 года с подкреплением в Милн-Бей, Новая Гвинея. Вернувшись в Сан-Франциско 3 августа с ветеранами компании на Гуадалканале, он продолжал транспортные рейсы между Сан-Франциско и островными базами в западной части Тихого океана. В течение следующих 10 месяцев он плавал в Новую Гвинею, Соломоновы острова, Новую Каледонию, Марианские острова, Новые Гибриды, Палаус и Филиппины, перевозивший войска и припасы, до 29 июня 1945 года, когда он покинул Сан-Франциско для службы в Атлантике. Когда война в Европе закончилась, генерал Гарри Тейлор совершил 2 путешествия в Марсель и обратно, перевозя вернувшихся ветеранов боевых действий. Затем он дважды отплыл в Карачи, Индия, через Суэцкий канал. Вернувшись в Нью-Йорк 3 января 1946 года, транспорт отправился в первый из 4 рейсов в Бремерхафен, Германия, и Гавр, Франция. Он снова достиг Нью-Йорка 21 мая 1946 года и был списан 13 июня в Балтиморе. Исключен из морского регистра 3 июля 1946 года. Генерал Гарри Тейлор какое-то время служил в транспортной службе армии США, но 1 марта 1950 года был повторно приобретен военно-морским флотом для использования военно-морской транспортной службой ЭМСТ. Был восстановлен в списке военно-морского флота 28 апреля 1950 года. Его первые обязанности заключались в основном в перевозке войск, иждивенцев и большого количества европейских беженцев. Assens General Harry Тейлор работал в обычный год в Карибском бассейне, Средиземноморье и в водах Северной Европы. В 1957 году он принял участие в программе помощи Венгрии, переправив несколько тысяч беженцев от недолговечной венгерской революции в Австралию. Он был переведен в готовый резерв 19 сентября 1957 года, исключен из военно-морского регистра 10 июля 1958 года и в тот же день возвращен морской администрации. Он был помещен в резервный флот национальной обороны в Бамонте, штат Техас. Затем корабль генерал Гарри Тейлор был переведен в ВВС США 15 июля 1961 года и 11 июня 1963 года был переименован в General Hoyt Vandenberg. 1 июля 1964 года судно General Hoyt Vandenberg было приобретено ВМФ и получило обозначение T-EGM-10 в качестве приборного корабля ракетного полигона. Одного из 10 таких кораблей
переданных командующим Восточным испытательным полигоном ВВС в Эмстц. В 1974 году корабль под командованием капитана Андерсона был отправлен в Дакар, Сенегал, для участия в глобальном эксперименте по исследованию атмосферы. Оборудованная чрезвычайно точным и различающим радиолокационным и телеметрическим оборудованием, она отслеживала и анализировала возвращающиеся тела на заключительном этапе испытательных полетов баллистических ракет. Выполняя эти обязанности по отслеживанию ракет и космических кораблей в водах Атлантики и Тихого океана до выхода на пенсию в 1983 году. Он был исключен из регистра военно-морских судов. В 1998 году на борту экс-General Хойт Ванденберг были сняты некоторые сцены научно-фантастического фильма «Вирус». Корабль заменил вымышленное российское судно под названием «Академик» Владислав Волков, и часть кириллических букв, нанесенных на пленку, до сих пор видна на корпусе. Корабль был передан морской администрации 1 мая 1999 года. Его предполагаемый перевод в штат Флорида для использования в качестве искусственного рифа получил одобрение 13 февраля 2007 года. Корабль был затоплен в 6 милях, 10 километров, от Флорида-Кис, в национальном морском заповеднике Флорида-Кис. Первоначально затопление должно было состояться 15 мая 2008 года, но было отложено, поскольку судно было помещено под федеральный арест Федеральным судом США за неуплату сборов верфи, связанных с очисткой и подготовкой к затоплению. Позже его приказали продать на аукционе для оплаты сборов верфи. Группа банков и финансистов из Ки-Уэста смогла организовать оплату сборов, и право собственности на корабль было передано городу Ки-Уэст. 12 апреля 2009 года Ванденберг покинул верфь и начал долгую буксировку в Ки-Уэст. 22 апреля 2009 года она прибыла в гавань Ки-Уэста, где была пришвартована у пирса Ист-Куэй. Затопление произошло 27 мая 2009 года.